Всем привет! Подготовил дно, и в этом ролике начнем вплетать стенки. Так, для начала желательно загнуть те, которые выходят из торца. Вот они. Не вот эти, а те, которые из торца, просто загнуть вот так. И нам нужно будет сделать вот такую одну полоску с лентами. Длину лент я мерил 1, 2, 3, 4, 5. Именно 5. Вот лента будет вплетаться, вот она у меня вплетена здесь. Она будет вплетаться так, и на этой закончится. Что еще здесь важно? Когда плели, я показывал, как плести из квадратиков, здесь без разницы как. А вот здесь нужно ее подобрать. Так, вот так она неправильно. Вот так она правильно вплетается. Вот смотрите. Если вплести, вот сейчас на зеленый покажу. Видите, идет как бы продолжение дна. Вот так будет правильно. Ну что ж, отмерили ленту. Я уже отмерил. Ну, как обычно. Один край зарезаем. У меня он даже и не зарезанный. Подбираем, я беру мелок, так, вот так правильно, здесь помечаю и здесь вот помечаю, чтобы потом не перепутать. И где-то отсюда начинаю вплетать, не с самого края. Примерно на пол квадратика загнули, ну и так дальше. Все 3 штуки вплетаем и все. Еще что важно, лучше иметь какой-нибудь маленький столик или, как я, табуретку. Вот смотрите, сейчас начнем вплетать. Вот это вот бахрома. Если на большом столе ее раскладывать, это очень много мороки. Ну и начну вплетать. Вот видите, как удобно. Оп. Эту, вот она у меня помечена, в последнюю очередь. Также, так, смотрим, как будет правильно вплетаться. Вот так. И начинаем вплетать. Под низ ее.
И эту крайнюю, чтобы не падало. Ну и все. И вплетаем. Здесь с торца неудобно. Не видно. Можно вот так воспользоваться. Кусочек обрезок. Вот и все. Ну и все, сейчас я все 4 штуки вплету, и тогда продолжим. Начнем формировать углы. Вот, вплел. Так, и что дальше? Дальше, вот она. Я ее помечал. Полоска с длинными лентами. Ну, обязательно нужно все протянуть. Лучше вплетать сразу вплотную. Я тут одну вплел, не вплотную, потом очень сложно подтягивать. Ну и протягиваем. Протягивайте всегда вдоль полотна. Не надо вверх тянуть. Протянули, я уже все протянул. И начинаем формировать углы. Здесь главное не спешить. Первый ряд. И начинаем вплетать. Торцы неудобно вплетать. Я всегда пользуюсь вот такой обрезочек. Вроде как-то так. Ну, вроде все правильно. Тут тоже можно подогнуть. Так. И эту, она тоже в торец. Так, вроде все правильно. Или неправильно? Блин, неправильно.
Вот сейчас правильно. И начинаем формировать угол. Так, на первых он держаться не будет. Ну, где-то так. Сейчас я покажу. Главное не спешить и сформировать угол снаружи, чтобы он был вот так. Не так, не так, а именно вот так. То есть изнутри получится вот так. И так все 4 угла. Я не хочу затягивать видео, углы это долго, особенно первый ряд, формировать. Сейчас все сплету и тогда продолжим. Не хочу спешить. Вот все, вплел. Так, вот с этой полоски мы вплетали длинные ленты. Вплел так, так, так. Потом здесь, а когда вплетали, были загнуты, они заплелись. И здесь завязаны. Вот я одну завязал. Как завязывать? Сейчас покажу. Здесь видно не будет. Здесь у нас 2 ленты. Я сейчас покажу. Вот сплетена она вот из таких. На таких, на крупных. Здесь одна лента. И вот представьте, вплетена вот эта лента. Сейчас попытаюсь ее вплести. Вот она, вплетена. Вот эта вот лента у нас вплетена. И что получается? Вот она лента, она продета здесь. Да что ж ты не вставляешься-то? Вот. Скажем. Как вот так. Вот он, кончик зарезанный. Она у нас продета здесь. И мы ее, я здесь пинцетиком разъединяю эти 2 ленты. Вот так. Сложно, конечно. Повыше будет удобней. Ну, здесь это даже выплести может. Вот так. И
получилось что-то типа крючка. То есть вот она вплетена, я ее вплел сюда. А эта лента ее прижимает. Потом я эту сейчас обрежу. И она получается как крючок. А верхняя не дает ему выйти. Держит очень хорошо. Ну, здесь просто большая. Практически невозможно. Держит хорошо. Так. Ну вот и когда... Может бы еще найти. Чудеса, только что здесь лежал. Вот он. И здесь я этот крючок за подлицо обрезаю аккуратненько. Все. Так. И что следующим этапом? Все. Верхняя, единственная верхняя не завяжется. Верхняя завяжется, когда вы в следующий раз плетете. Верхнюю просто загнули и оставили. А когда в следующий раз плетете, обрежете здесь. Все, завязали. Эти углы сформировались, что это выгибается, потом выпрямится следующими рядами. И следующим этапом нам надо будет вот эти углы сформировать. Ну, так потихоньку протягиваем, чтобы они более-менее ровно были. И потом начинаем вплетать следующий ряд. То есть мы вплели длинные ленты на эту. Следующее я по часовой стрелке делаю. Следующее будет у меня длинные ленты будут вплетены вот в эту. Также смотрим правильность ее. Не так. Не так. Вот так. Ну, следующий ряд уже легче будет. Также загнули. И начинаем вплетать следующий ряд. Потом длинные на эту, ну, чередуем стенки. Ну вот, в общем-то, и все. В следующей части уже доплету до конца. В моем случае будет вот таких на каждой стенке 6 полосок. Высота будет примерно вот такая. И в следующей части уже будем заканчивать с корытом. Я еще раз говорю, следующие ряды уже будут легко вплетаться. Самое сложное вплести первый ряд. Ну все, всем пока.